Привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу показать, как собрать данный шкаф-купе на ваш балкон. Смотрите, здесь имеется довольно-таки большое количество полок. Соответственно, это места хранения для банок, необходимых вещей. Соответственно, покажу, как закрепить данные боковые полки, как закрепить боковину шкафа, то есть полностью всю его сборку. Здесь также идет полки. Идет антресоль, смотри, будет интересно. Сборка данного шкафа довольно-таки простая. Собираю я на металлический уголок с такими вот декоративными заглушками, как вы видите, вот они стоят. Соответственно, мне для сборки нужен шуруповерт. Нужны шурупы. Куда без них? Для разметки уголков я использую простой карандаш. Понадобится конфирмат в дальнейшей сборке. Использую кирно. Сверлышко на 2 мм, шуруповерт, соответственно, бита. И также использую уровень. В дальнейшем мне понадобится фрезер. Это я покажу, где я его буду использовать. И также понадобится циркулярная пила. Итак, сразу делаем разметку нескольких полок. Для чего? Для того, чтобы быстрее нам работать. Я от каждого края, получается, для крепления уголка отступаю 10 сантиметров. Данный размер я соблюдаю полностью со всех сторон. Для чего я это делаю? Делаю для того, чтобы более эстетично стояли уголки. Не были разбросаны в разных положениях. И между уголками, получается, расстояние на данной полке составляет 35,5 сантиметров. Что вполне обеспечит надежное хранение тех вещей, которые вы положите на полку. Теперь, в моем случае я знаю, что у меня идет крепление для сверловки уголка 1 см 8 мм. Я сразу отмечаю, где оно будет. Так, после того, как я отметился, я беру кирно. Кирнюсь сразу, где необходимо мне. После того, как я накирнился, я беру сверлышко на 2 мм. Делаю отверстие на необходимую глубину. Просверлил необходимые отверстия. Берем наши уголки, берем шурупы и крепим уголки на свои места. Итак, после того, как мы сделали сборку необходимого количества нам полок, мы приступаем к их монтажу непосредственно уже на стену. И крепим к нашей внутрянке шкафа. Все 4 полочки для установки. Сейчас я вам их показываю. И буду переходить к разметке данных полок непосредственно на шкаф. Итак, по чертежу данное расстояние между полками у меня идет 30 сантиметров. Я беру угольником, отмечаю сразу нужное мне расстояние с двух сторон. И отмечаю, получается, на внутрянке шкафа. Итак, после того, как я разметился, я беру данную полочку и ставлю в необходимом мне расстояние от верха. После чего я беру, фиксирую крайний уголок на один шуруп. Так, после того, как я зафиксировал одну сторону, я фиксирую вторую сторону по данным меткам, которые я выставлял. После того, как зафиксировал с двух сторон уголки, я беру уровень, ставлю в одну плоскость, выравниваю по уровню. После того, как выровнял, фиксирую второй уголок.
После того, как я зафиксировал полку в необходимом мне уровне, я проверяю уровень другой плоскости и произвожу фиксацию. Вот таким способом мы быстро и легко закрепили полку. Итак, как вы видите, закончил я монтаж внутренности шкафа, поэтому сейчас переходим, ставим боковую стенку. Итак, присаживаю данную боковину на место шкафа с помощью киянки. Сейчас продолжу присадку, почти что встала на место. Срезал 5 мм циркуляркой, как вы видели. И фрезером проходил, чтобы был более гладкий край. Давайте сейчас чуть-чуть поляпаю. Все-таки уже вечер, буду закругляться. Завтра подробно покажу, как я дальше собираю. Сейчас присажу ее. Вот таким образом иногда эти боковины садятся. Они должны садиться так довольно-таки плотно, чтобы держалась вся конструкция. Все-таки это шкаф у нас. И будет грузиться сюда баночки, шкляночки, всякого подобного рода вещи. Сейчас, так как еще есть время, подожму до конца крепежи полок. На этом, получается, зафиксирую данную боковину. Завтра уже буду вешать полки. Итак, поставил я боковину. Сейчас буду ставить здесь декоративную накладочку с полками. Все это показываю подробно. Вот так вот после подрезки и фрезеровки настало, но выглядит на данный момент как бы некрасиво. Остается повесить полочки. Вот моих 5 полочек, которые я сейчас буду устанавливать на декоративную накладку, которую вам показывал. Сразу делаю разметочку, вкручиваю на конфирматы. Буду ставить по 2 конфирмата пятерочки декоративной. На самой, получается, основной стенке буду ставить конфирматы семерки. Для чего я это там буду делать? Там идет так же, как и полки 36, чтобы хватило длины крепежа. Итак, сейчас зафиксировал нижнюю, получается, и верхнюю полку на конфирмат. Выставил по 54 сантиметра у меня получилось между полками. Фиксирую тоже на конфирматы их. И всю собранную эту конструкцию сразу несу на балкон и устанавливаю. Вот таким я образом зафиксировал нижнюю и верхнюю полку на 2 конфирмата. Также остается мне зафиксировать еще 3 полочки. Вот так вот идет потихоньку процесс установки. Довольно-таки плотно лезет, оно так и должно быть. Поэтому, когда вы будете присаживать, вы сразу делаете декоративную накладку. Проверяете ее, чтобы она становилась идеально. Она должна чуть-чуть заходить туда туго. После того монтируете полки и это аккуратненько продвигаете. Если это на балконе, если это где-то в квартире, вы спокойно сбоку подойдете, поставите. Станет очень легко. Но, как вы видите, полочки почти что уже стоят на месте. Присаживал с помощью кияночки, чуть-чуть пришлось постучать. Это нормально, оно так и должно быть. И остается зафиксировать
каждую полочку на конфирматор. И так, как вы видите, начал крепить полки, выставил в уровень, зафиксировал струбцины, после этого произвожу сверловочку и фиксирую на конфирмат. Эту полку я вам показать не могу, высота штатива не позволяет, в руках не хочу дребезжание это устраивать. Поэтому сейчас это фиксирую, нижнюю полочку я вам показываю, как это я делаю. На примере данной полки хочу показать, как легко освободить руки для сверловки. Для этого вы ставите сразу уровень, берете струбцину, фиксируете ее не сильно. После этого выставляете уровень, и когда выставили уровень, фиксируете струбцину до конца. Все, полка стоит в уровне, и смело производите сверловку. Давайте сейчас это и сделаем. И после того, как произвели сверловку, берете конфирмат. И закручиваете полочку. Итак, закончил установку полок. Сейчас мне остается поставить боковую, поставить верхнюю направляющую и нижнюю направляющую. После этого ставлю двери, и наш шкаф готов. Ну что, разметился, уже засверлился боковину. Сейчас креплю. Креплю на конфирмат пятерку. Так в нескольких местах. Дальше показываю, как разметить направляющий профиль под двери. Хочу сразу показать, как закрепить данный профиль. Это идет верхний профиль, показываю на этой боковине. Почему? Ну, под потолком просто это неудобно. Берете профиль, размечаете, это именно верхний. Делаете отступ несколько миллиметров. Можно, конечно, сделать заподлицо, но тогда будет не так красиво. Чуть-чуть отступаете, делаете буквально, вот у меня кромка ПВХ 2 мм, я отступил, мне вот так нравится. Дальше. У нас нижний профиль идет, он уже. Показываю, насколько он идет уже. Как же закрепить его? Очень легко и просто. Видите, посередине как бы идет полоса. Для чего это? Сейчас я положу и покажу на подоконнике. Ну вот, в принципе, то, что я и говорил. Оставляете несколько миллиметров. Смотрите, как оно смотрится. То есть, если вы сделаете заподлицо, ну, соответственно, это скроется часть. Оставляете несколько миллиметров, это очень красиво, я считаю, смотрится. И смотрите, вот это центральная идет перегородка между двумя дверей. Про эту полосу, то, что я говорил, чтобы сделать разметку, вы ложите. И вот ваше расстояние снизу на направляющее. Здесь примерно где-то визуально идет 1,5 сантиметра. Но лучше положили профиль, померили и закрепили. Итак, после того, как разметились, делаете всю сверловку необходимую и крепите с центрального. Потом боковые уже подравниваете, чтобы оно стояло ровно, красиво. Ну а теперь, когда свободны руки, можно спокойно выровнять по краю, также просверлиться и закрутить. Также сделали всю необходимую сверловку, просверлились. На 3 шурупа вполне достаточно. Всегда начинайте крепить именно с центрального. Вам можно потом по вашей сверловке, которую вы выполнили заранее,
поравнять и, соответственно, закрутить ровно. Но что единственное хотел бы добавить, это то, что двери в этом видео, соответственно, сборку я вам не покажу. Объясняю почему. Если заказать раздельно профиль для дверей, делать самостоятельно, заказать направляющий профиль верхний и нижний, то это идет метражом. То есть, не то, что у меня здесь маленький отрезок, а это мне надо, если не ошибаюсь, купить было бы 6 метров. Плюс на двери. Подсчитав все, я посчитал, что это экономически невыгодно. Заказал на фирме, который раз заказываю, постоянно распил. Соответственно, наполнение двери идет ДСП десятка. И данное ЛДСП, соответственно, пошло у меня обувнице. То, что у меня есть видео на канале. Можете посмотреть, если кто не видел. Поэтому более экономически выгодно мне получилось заказать именно сборку на фирме. Да, заказал двери полностью с белым наполнением, потому что это один цельный лист десятки. Получается, я пошел на обувницу, полосы, и пошли на две двери, на две вот таких створки. Соответственно, еще осталось у меня напиленных полос. На следующие заказы, если кто будет заказывать обувницы, может друзьям сделаю, может родным сделаю. Посмотрим. Но не об этом сейчас речь. Собрана дверь очень качественно. Сейчас ставлю, показываю, как это сделать. Сразу первую дверь устанавливаете во второй направляющий. Это будет внутренняя дверь. Потому что вторую дверь, соответственно, когда будете ставить, вы уже не поставите. Поэтому сразу ставим во второй направляющий. И снизу идут колесики. Их подгибаете. Перекидываете также во вторую направляющую. Поставили, убедились, что стоит. Втапливаете вовнутрь, поднимаете дверь и ставите на направляющую. Проверили, все стоит, ходит идеально, закрывается. Еще хотел бы показать, здесь идет регулировочный винт данных колес. Они, то есть, регулируют по высоте. Выше, ниже и, соответственно, выровнять край. Закончил сборку шкафа-купе у себя на балконе. Надеюсь, жена будет очень довольна. Все этапы сборки полностью подробно показал. Показал, как собрать все эти полочки. Сборка очень легкая. Все понятно. Показал, как поставить направляющие. Показал, как закрепиться боковины. Показал, как закрепиться полочки. Надеюсь, данный обзор вам понравился. Все размеры данного шкафа-купе я оставлю внизу в закрепленном комментарии. Спасибо, что был до этого момента со мной. До встречи в новых видео. Пока-пока. Итак, можно сказать сразу ответ на предполагаемый вопрос. Сколько же банок сюда помещается? На данную полку помещается у меня 9 банок 3-литровых. В ряд, если видно, становится 3 банки. И сюда можно поставить 700-граммовые. На эту же полочку со второй стороны, то что поменьше размером, помещается очень хорошо. Вот вдали стоят 3 2-литровых банки. Соответственно, сюда получается также 9 банок. Сюда пока наставил литровый, потому что 2-литровые еще не освободились. В ближайшее время освободятся. Именно сделал 2 полки для того, чтобы сюда ставить именно 2-литровые. Да, это место специально сделано. Ну, сейчас пока здесь всякие банки лежат. Сделано для того, чтобы сюда ставить что-нибудь крупногабаритное.